А откуда ты берешь белок, стал откровенно глупым. Поэтому теперь все невеганы, чтобы отстоять свое участие в ненужных эксплуатации и убийстве сотен миллиардов животных в год ради вкуса и привычки, просто массово заботились патагонкой, рабами, авокадо и кокосами. Рассуждения у них всегда одни и те же, поэтому можете посмотреть мой ответ Илье Варламову, который, кстати, ему понравился, и он даже предложил выложить его у себя на канале. Илья, ничего страшного, что ты так им и не поделился, ведь ты все еще можешь поделиться у себя на канале любым моим роликом. Здесь я не буду затрагивать тематику рабства, гаджетов, одежды, потому что говорила об этом подробнее в ответе Илье. Разве что в двух словах. Благочестивые моралисты-мясоеды полюбили прикладывать к другим стандарты, которые отказываются применять к себе. Речь о рабстве и гаджетах заходит только тогда, когда критикуется их статус-кво в отношении мяса. Борис Цацулин в своем новом видео стал ярым критиком кокосов, миндаля, кешью и авокадо из-за его внезапной озабоченности состоянием окружающей среды и благополучия животных, в особенности макак, пчел и бабочек. И все, что вы покупаете, используете, причинит вред животному, так или иначе. Хорошо, Борис, предположим, что кокосы, миндаль, кешью, авокадо сравнимы в причинении вреда животным с поеданием самих животных. Ну и почему ты не можешь перестать есть продукты животного происхождения и при этом не употреблять кокосы, миндаль, кешью, авокадо? Продолжай быть иступленным защитником макак, пчел и бабочек, мы только за, и при этом не ешь свиней и коров. Существует 30 тысяч растительных продуктов, выбирай несколько тысяч местных. Взять тоже овсяное молоко. Россия является крупнейшим производителем овса в мире. Тебе не обязательно перерезать глотку свинье, чтобы не есть авокадо. А если миндаль и авокадо – это не отговорка твоего невеганства, то зачем ты вообще сделал это видео? Мог бы просто поднять эти проблемы без привязки к веганству. Тем более, что у нас веганов всего 75 миллионов. Это 0,1% от общего мирового населения. Ты действительно считаешь, что 0,1% могла привести к буму на авокадо и кокосы? Что 0,1% привела к таким темпам прироста? Нет, это всеобщая проблема, а не только тех, кто не ест коров, свиней, куриц и рыб. Вместо того, чтобы докапываться до людей, которые пытаются исправить хоть что-то, за одно намерение уже хвалить надо. А мусолька лучше тех, которые вообще ничего не делают. И почему ты драматизируешь продукты, которые занимают ничтожную часть нашего питания, как будто авокадо, миндаль и кокосы были созданы самим дьяволом. Но когда речь заходит о продуктах животного происхождения, которые все едят 3 раза в день, каждый день, то это сразу становится личным выбором. И не все так просто, и нельзя делить на черное и белое. Это личный выбор каждого. Черно-белым, это личный выбор каждого. Ну и, конечно, вред, причиненный животным при сборе урожая, не сравним с вредом от поедания животных. Хотя бы потому, что для того, чтобы вырастить и прокормить коров и свиней вплоть до их убоя, понадобится в 22 раза больше площади урожая, чем если бы мы ели этот урожай напрямую. Фактор 22 обусловлен следующими данными. В то время как человечество покрывает 18% потребностей в калориях за счет животных, на их выращивание уходит 83% мировой сельскохозяйственной земли. Это цифра анализа из журнала Science. Вот я скачала эту статью у них 26 января 2020. Он основан на 1530 исследованиях. Здесь же у них такой параграф. Предотвращение изменения климата потребителями. Сегодня и, возможно, в будущем изменение рациона питания может принести пользу для окружающей среды в масштабах, которых производители достичь не могут. Переход от текущего питания к питанию без продуктов животного происхождения имеет преобразующий потенциал, сокращая использование сельскохозяйственной земли на 76%, выбросы парниковых газов от пищевых продуктов на 49%, окисление на 50%, старение водоемов на 49% и дефицит пресной воды на 19%. Дальше на 4-й странице приведены цифры 18% калорий при 83% использования земли. Это то, о чем я говорила раньше. Итак, при сборе урожая всегда так или иначе будут жертвы, но веганство – это наименее вредный путь, и, надеюсь, в будущем, когда люди начнут более ответственно относиться к окружающей среде и животным, будет достигнут больший прогресс в сборе урожая таким образом, чтобы минимизировать и эти косвенные потери. Борис, не сравнивай, пожалуйста, прямое, умышленное, ненужное причинение вреда животному с неумышленными, казуальными потерями, которые большинство веганов и без тебя пытается сократить. То, что ты намеренно ешь животных, нельзя оправдать тем, что невозможно свести к нулю ненамеренный вред. Масса компаний, производя нишевые продукты питания для веганов, также производят и обычные продукты для всеядных. И они эксплуатируют эко-идеологию. Таким образом, что покупая эко у подобных производителей, вы косвенно поддерживаете жестокое обращение с животными. Опять же, обратите внимание на это косвенно, которым он оправдывает акт прямого убийства животных. Мы живем в невеганском мире, и даже если покупать что-то не у черных, а у веганских производителей, кто даст гарантию, что их рабочие сами не употребляют продукты животного происхождения?
Мы в курсе, что идеального веганства не существует. И еще мы все-таки доверяем закону невидимой руки рынка, где спрос определяет предложение, вопреки тому, что ты думаешь, Борис. Но идеология веганства не признает таких людей. Заявляется, что чтобы показать свое сострадание к животным, нужно обязательно стать веганом. Другими словами, чтобы показать свое сострадание к собакам, нужно обязательно не есть собак. Кто додумался до этой ахинеи? Да не нужно животным твое сострадание, им вообще без разницы, ровно до тех пор, пока ты их не ешь. Ничего не имею против веганов. Ты ничего не имеешь против тех, кто не участвует в зверском убийстве? А, круто. Но животному без разницы, имеешь ты против или не имеешь. Единственное, что важно, съел или не съел. Ты основываешь свое заявление о том, что веганство неравноценно экологичности, на нескольких роликах эксплуатации макак при производстве кокосов. А я основываю свое заявление о том, что веганство равноценно экологичности, на международных отчетах. The Economist. Веганство лучше всего подходит для планеты. Углеродный след растительного питания в 8 раз ниже стандартного и в 4 раза ниже вегетарианского. Да, есть какие-то выскочки, как при стандартном питании, какие-то продукты более или менее экологичные, так и при веганском, более или менее экологичные продукты. Но в целом растительное питание в 8 раз меньше влияния оказывает на окружающую среду. Говорить, что веганство неравноценно экологичности, это так же, как говорить, что рак легких неравноценен курению, в то время как 4 из 5 случаев рака легких обусловлены курением. Согласись, что ты откровенно втираешь очки, указывая на большое потребление воды при производстве миндального молока, как повод продолжать употреблять продукты животного происхождения, в то время как мало того, что коровье молоко потребляет еще больше воды, так еще и производит несоизмеримо больше выбросов и транжирит землю. В общем-то, поэтому и нужна комплексная оценка всех возможных факторов, вместе взятых, которые занимаются профессионалы. The Lancet. 42-84% снижение экологического воздействия растительного питания по сравнению с мясным рационом. Программа ООН по окружающей среде. Использование животных в качестве технологии производства продуктов питания привело нас к катастрофе. Журнал Science. Веганство является самым эффективным способом реагирования на угрозу изменения климата. Королевский технологический институт в Стокгольме. 4 сценария будущего для существования в рамках соответствия климатическим целям. Речь идет о циркулярной экономике, в которой вы, веганы, меньше летаете на самолетах. Оксфордский университет. Глобальный переход на питание, которое в меньшей степени зависит от мяса и в большей от фруктов и овощей, может спасти до 8 миллионов жизней к 50 году, сократить выбросы парниковых газов на 2/3 и привести к экономии в области здравоохранения, а также избежать ущерба для климата в размере $1,5 триллиона США. Doch selbst wenn die gesamte Welt bis 2070 auf alternative Energien umgestiegen ist, selbst wenn kein einziges Auto, Flugzeug und keine Fabrik mehr Treibhausgase in die Luft bläst, mit der 2-Grad-Marke wird es eng, wie Forscher aus den USA nun errechnet haben. Das liegt an einem unterschätzten Klimasünder, unserem Essen. Поэтому, если бы ты действительно заботился о макаках на Филиппинах, то в первую очередь стал бы веганом, потому что климатические изменения привели к тому, что на Филиппинах сейчас 20 тайфунов в год, которые повреждают десятки миллионов деревьев и наносят ущерб миллионам фермеров по всей стране. Если бы ты действительно заботился о пчелах, то в первую очередь стал бы веганом, потому что именно изменение климата является наибольшей угрозой для них. Если бы тебя действительно волновала вырубка лесов, то ты в первую очередь стал бы веганом, поскольку слон в комнате здесь именно продукты животного происхождения, являющиеся движущим фактором обезлесения. И не только макаки и пчелы находятся под угрозой. В глобальном масштабе виды вымирают со скоростью в 1000 раз превышающей показатели, характерные для прошлого Земли. Причиной утраты биоразнообразия являются изменения среды обитания как следствие изменения климата. Поэтому да, все предельно однозначно и черно-белое. Либо ты лишаешь животное жизни ради вкуса, либо нет. Либо ты скармливаешь 50% урожая животным в корм, либо этот урожай идет на то, чтобы прокормить дополнительные 4 миллиарда людей в мире. Это цифра ООН. Когда речь заходит о выживании человечества, серых зон нет. И нельзя быть одновременно за ГМО и за промышленное животноводство и против монокультур. Ты ведь против монокультур касаемо миндаля. Монокультуры в том масштабе, в котором они выращиваются сейчас, обусловлены их ГМОшной устойчивостью к глифосату. Не ешь мясо, и спрос на зерновые культуры для корма упадет, и вместе с ним снизится потребность в монокультурах и ГМО. Или ты обеспокоен монокультурами миндаля больше, чем преобладающими в мире монокультурами пшеницы, кукурузы и сои, которые выращиваются в корм животным. Что касается покупки таких неоднозначных продуктов, как кокосовое молоко, пальмовое масло, авокадо, то я стараюсь покупать их сертифицированными и с маркировкой справедливой торговли, которая отстаивает справедливые стандарты международного трудового, экологического и социального регулирования. Но суть в том, что это не игра. Жить по этическим принципам и брать на себя ответственность в плане конкретных вопросов – это не игра.
игра. Нельзя использовать эти вопросы как аргумент против веганства. Когда ты к этому прибегаешь, ты лишь информируешь меня о несправедливости. И я готова присоединиться к тебе с тем, чтобы исправить ситуацию и бороться против эксплуатации макак. Ведь ты этого от меня и хочешь, раз понимаешь вопросы неэтически произведенных продуктов, не так ли? Тогда почему ты сам не становишься веганом, когда я рассказываю тебе о массовой резне миллиардов животных и о более экологичных и этичных альтернативах этому зверству? Ах да, ты советуешь принять эту ситуацию. Но можно ли сделать мир лучше? На мой взгляд, можно. Но первый шаг значительно сложнее, чем просто отказаться от продуктов животноводства. Этот шаг требует изменения своих взглядов, принятия. Позвольте себе принять действительность такой, какая она есть. Человеческая деятельность наносит непоправимый вред жизни на Земле. Идет массовое вымирание. Многие нынешние формы жизни могут быть уничтожены в ближайшее время. Журнал Nature давно писал об этом. Результаты подтверждают, что текущие темпы вымирания выше, чем можно было бы ожидать из исследования исторических трендов, подчеркивая необходимость эффективных мер по сохранению. Бывший директор Института космических исследований НАСА предупреждает, что мы находимся в планетарной чрезвычайной ситуации. У нас есть, в соответствии с международными отчетами, простой выход – веганство. Вкупе с другими мерами, такими как консервация дикой природы, переход на альтернативные виды топлива, в наших руках сохранить жизнь на планете такой, какой мы ее знаем. А принять ситуацию и продолжать жить без кардинальных изменений, а эти изменения должны произойти прямо сейчас, становится преступлением против человечества. Как колбаса никогда не будет заменой чурчхеллы, миндальное молоко не заменит коровье, так и стандартный набор правил отказаться от потребления группы продуктов по их лейблу – это чистый эрзац, подделка, фальшивка, пустышка. Борис, тебе давно пора найти эрзац с питьем молочка из груди. Мы все тебя единодушно просим заменить изъятие жидкости из женской груди на пустышку.